Обозрение. Кому меня мало и кто меня хочет видеть чаще? Друзья, приветствую вас в апрельском влоге вязальном, таком же бесструктурном, таком же хаотичном, таком же спонтанном и таком же капустном, как и моя жизнь. По-другому я не умею. В этом влоге есть все. Есть процессы, есть готовые работы, есть незаконченные готовые работы, есть почти готовая работа, но как будто бы ее можно было бы презентовать на 15 минут позже, но нет, мне надо показать сейчас. В общем, в этом влоге я такая, какая есть, со своими забабонами, значит, вязальными, со своими мыслями, со своими приколами. Вот то, что получилось, то и получилось. Прошу не судить строго. Я честно вязала, я честно, что это подснимала, и я честно сейчас это все без купюр вам показываю и выкладываю на всеобщее обозрение. Кому меня мало и кто меня хочет видеть чаще, подписывайтесь в ТикТок. Там как-то мне проще. Раз и выложить. Раз и я готова. Вот ролик выходит на 30 секунд, где я что-то, какую-то мысль текущую в моменте говорю. Формат Ютуба, опять же, по-прежнему для меня является чем-то серьезным, чем-то, к чему нужно готовиться, что должно быть прекрасным, эм, не иметь права на ошибку. И вот в моей голове формат Ютуба — это такой формат для взрослых. А формат ТикТока такой, где я могу позволить себе быть любой. Мне вообще без разницы. Так что не терзайте мою душу, не пишите мне в Телеграм когда. Подписывайтесь в ТикТок, там моих дурости, моей придурковатости там намного больше. Приятного вам просмотра. Всего хорошего. Перед отъездом в отпуск я задавалась вопросом, что мне взять с собой в дорогу, чтобы это было легким проектом, чтобы можно было вязать. Так, еще раз. Чтобы это было легким проектом, чтобы можно было вязать на деревянных спицах, чтобы не было с собой никаких бобин, не надо было тащить, потому что у меня была только ручная кладь. И чтобы это было начато с нуля проект, не тянуть уже полотно в дорогу. И вот я взяла с собой моточки Soft Donegal Tweed такого оливкового цвета, розового и темно-зеленого. Здесь в сочетании он не выглядит как темно-зеленый хвойный, но на самом деле это вот который у меня с раками кофта. Вот. А в сочетании с розовым он дает вообще совсем как будто бы черный оттенок. И решила вязать по картинке вот этот джемпер. И стартанула его в Грузии. Мне очень понравилось, что в нем. Мне понравилось то, что это вроде как реглан обычный, но в то же время необычный. По центру идет такие, как это называется, сотый, не сотый узор. А дальше идут полосы лицевой изнаночной глади, которые в сочетании с как вертикальными, горизонтальными полосками, они дают эффект немножко как будто бы узора какого-то жаккарда.
Вообще мне оригинальное сочетание цветов нравится больше, там, где нежно-голубой цвет задействован. Но так как у меня не было кейка голубой пряжи, мотать мне там и сматывать не хотелось. Вообще не была уверена, что это все, ну, оно даст какие-то плоды, этот проект. Потому что когда едешь в дорогу, и у тебя с собой одни спицы, один только вид пряжи, и ты не можешь там подобрать толком плотность, не можешь как-то поиграть с какими-то вариантами, то есть ты немножко ограничен. Вот. То, ну, как бы я взяла так поэкспериментировать, попробовать. Но сейчас вот в процессе мне все очень нравится, то, что получается. Вот. Мне кажется, это будет оригинальный проект. Поэтому смотрим, что получается, наблюдаем. Буду держать вас в курсе. Так, я вяжу окат рукава. В общем-то, окат рукава я вяжу практически всегда, кроме супер каких-то больших оверсайзов. Потому что даже небольшой окат дает намного лучшую посадку по сравнению с тем, чтобы если вы вывязали рукав по прямой без оката, и в таком случае под мышкой обязательно будет формироваться складка, такой пельмень так называемый. Поэтому небольшой окат мы делаем всегда. То есть на самом теле я не делаю расширение к плечам кверху, а вот когда вяжу окат, я его делаю. У меня есть идеи по поводу отделки этого джемпера, какой он будет. Я хочу здесь ввести еще красный цвет. Вот. Пока это такой монолитный, нежно-льдисто-голубой с крапинкой, нежненькой такой, желтой, красной, синий. Очень мягкая пряжа. Очень нравится. У меня связана уже перед спинка. И сейчас я приступила к вязанию рукава. Мне уже не терпится, честно говоря, посмотреть, что получится, потому что здесь крупные спицы, толстая пряжа, работа идет быстро. Вот. За полчаса, наверное, последнее я вот связала этот окат, перешла на длину. И опыт показывает, что если я буду действовать, так сказать, без каких-то остановок серьезных надолго, то сегодня-завтра, сегодня суббота, завтра воскресенье, у меня, в общем-то, рукава будут готовы. А я бы хотела не только рукава связать за сегодня-завтра, но и выполнить отделку, которая пришла мне в голову, для того, чтобы к понедельнику у меня уже была готовая работа. Вот. Так что следим за продвижением и наблюдаем, что из этого всего получится. Мне самой интересно, что получится. Так. Сори за интерьер, что я в туалете. Но я только что отпарила заготовку мою. Вот. И примеряю, смотрю, нормально ли длина рукавов получилась. Такая вот отделка у меня по рукавам. Значит, что мне надо сделать? Мне надо отделку, обработку горловины сделать. Мне надо сделать резинки. И мне надо сделать отделку, которую я запланировала здесь, в этом джемпере. Ну, вот не знаю, по поводу длины рукава. Как-то я не уверена, что... Я люблю рукав длиннее, как будто бы коротковат. Но с другой стороны, он же еще не... Да, как будто бы коротковат рукав. Ладно, надо будет попробовать еще заблокировать и посмотреть после блокировки. Потому что то, что сейчас сидит, он сидит так неровно. Не знаю. Ни в чем уверенности нет. Как всегда у меня. Ни в чем уверенности нет.
Свобода облегания нормальная. Длина тоже нормальная, с учетом, что еще здесь будет резинка обработка. Вот рукав вызывает сомнения, как будто бы коротковатый. Вот такие новости. Вообще нет, вообще нормально. Это я просто потянула и дотянула вот так. Вот так. Самое главное, когда я буду обработку горловины делать, не собрать это слишком все высоко, не стянуть горловину. Сделать, чтобы она была такая, ну, он же не супер теплый. Здесь меринос, в общем-то. Поэтому сильно тут подтягивать горловину высоко нету смысла. Ее можно сделать достаточно объемной. Короче, нормальные рукава. Нормальные. Не короткие. Все нравится. Ой, что я вам покажу? Я вам покажу мои продвижения по вот этому классному джемперу с аргайлами. Перед и спинка у меня готовы полностью. Сейчас я вяжу рукав. Напомню, что вяжу это все дело я из распуска. Вот это у меня кашемир, а здесь у меня какой-то мягусенькая шерсть, написано 80% и 20% полиамид. Очень мягкая, приятная пряжа. Очень мягкая, приятная, вяжется легко, хорошо. Вяжу по своим собственным расчетам. Рассчитала эти петельки, в которые буду продевать голубенькие штрихи. Вот такие. И это у меня проект, который продвигается на работе. То есть я им занимаюсь только когда у меня есть свободное время в перерывах. А свободного времени, как вы понимаете, фитнес-клуб, весна, высокий сезон, много новых людей. Свободного времени не так много, поэтому продвижения такие не быстрые у меня. Не быстрые. Вот такие новости. Так, я закончила резинку и сейчас закрываю ее иглой, потому что попробовала разные варианты закрытия спицами. Все не то, двухцветная резинка. Если закрывать красным спицами, оно какое-то... В общем, все не то. Иглой получилось лучше всего, поэтому решила закрывать иглой. Хотя, как я уже говорила, я спицами суперский метод придумала закрытие, и он просто работает на некоторой пряже на ура. Ну и сейчас закончу, и у меня останется только обработка горловины и выполнение контрастных швов красных. После того, как сделаю контрастные швы, может быть, еще красную строчку по некоторым участкам. Посмотрим, буду ли что-то еще добавлять из декора. Возможно, это и на этом и закончим декорирование этого джемпера. Двухцветная резинка, вот она. Выполнена, кстати, очень простым способом. Один ряд вяжется красным цветом, другой ряд вяжется, вот голубым в данном случае. И получается, когда вы вяжете красным, вы делаете изнаночную петлю красным цветом, а лицевую петлю снимаете с накидом. Так провязываете целый ряд. Дальше мы переходим на голубой цвет, где все петли провязываем голубым. Изнаночный изнаночным. Вот эту вот лицевую, которая у нас с накидом, мы провязываем лицевым. Таким образом получается что-то типа полупатентной резинки, в которой вот лицевые петли вытянутые у нас
одного цвета, а изнаночные другого. Я уже этот метод испробовала на джемпере с сердцем вафельном. И мне очень понравилось. Но там я делала эластичную двухцветную резинку. Там у меня вот этот второй слой красный, он пряжа с эластаном м, была. В данном случае по низу я не захотела эластичный. Я просто взяла спицы меньше и количество сложений пряжи меньше, голубой. Так я вязала в 4 нити, а здесь на резинку взяла 2 нити. И получилось неплохо. То есть довольно-таки как бы стянуто, но не эластично. Я не хотела, чтобы там резинка была, которая будет поддергиваться вверх и облегать фигуру. Вот. Все, осталось совсем немного закрытия. Заканчиваю и приступаю к вывязыванию горловины. Там у меня тоже задача стоит непростая. Мне надо вывязать горловину так, чтобы она не собирала слишком весь джемпер и не, как сказать, не утягивала его вверх, то есть не сжимала. Потому что длина рукавов и вся посадка рассчитана на довольно свободное горло. Надо будет подумать, подобрать плотность для горловины свою. Вот мы и закончили. Так, у нас последние 2 петельки на резиночке. И что? Тут в какую сторону вообще что смотрит? Вот сюда. Так, 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 так. Отлично. Отлично. Прячем кончики. И с резинкой у нас будет покончено. До встречи на вороте или уже на готовой работе. Не уверена, что я ворот буду подснимать. Что там снимать? Все и так понятно. Ну, уже выпуск следующего видео близок, потому что я его и сама заждалась. Что-то все не складывалось. То какие-то поездки, то здоровье, то работа, то какие-то дела. Так, обрезаем. Ну что мы имеем? Я сшила боковые швы, крючком собрала. Вот. Осталась мне отделка горловины. И вот здесь я хочу отделать также вот такой красной контрастной нитью. И посмотрим, что получится. Нужно ли будет еще какие-то обработки. И сзади вот тут вот у меня будет по спине. И посмотрим. В общем-то уже финальная прямая, как я вижу. Вот такие рукава получились. Двухсторонним жаккардом я обрабатывала. Это по методу, как у меня джемпер Акне связан. Они еще не стиранные, поэтому, может быть, еще как рисунок не проявился в полной мере, но надеюсь, что после стирки это будет более акцентно, контрастно, симпатично. Рукав я обычно вяжу прямой, без заужений, не сильно широкий, не сильно узкий. Такое у меня уже выработалась какая-то свой стиль, который мне нравится. Ну и вот закрытая иглой резинка по низу. Ждем, смотрим, что получится.
Чем мы занимаемся с вами сегодня? Мы сегодня закрываем вот этот джемпер. Закрываем спицами, потому что здесь резинка 2 на 2 и резинку 2 на 2 я закрываю своим методом без иглы закрытия, который мне очень и очень нравится, и который сюда, вот к данному проекту, безумно подходит хорошо. Посмотрите, какое красивое закрытие получается. Продолжение рисунка. Рисунок не рубится. Эластичность у нас соблюдается. Такой плотный, хороший край. Обожаю этот метод. Я его придумала сама. И он просто, на мой взгляд, это какой-то прорыв в вязании, которого раньше почему-то никто не делал и никто не знал. И вот, наконец-то, наконец-то он доступен этому миру. Я его показывала уже не единожды. Кто не видел, повторяйте. У нас идет лицевая дорожка, лицевые петли мы сначала перебрасываем, потом провязываем. Лицевые петли мы перебрасываем, а потом провязываем. А изнаночные мы сначала провязываем, потом перебрасываем. Очень простой и восхитительный, на мой взгляд. Я его просто обожаю. Напомню, что это вообще за проект. Не рассказывала, наверное, еще в предыдущих видео. Это Soft Donegal Tweed 3 цвета. И начат он был во время моей поездки, во время отпуска, когда я думала, что мне взять с собой в дорогу, в самолет, что-то на который, ну, какой-то проект, который будет соблюдать следующие условия. Будет на деревянных спицах возможно вязать, будет без конуса, чтобы, ну, у меня была только ручная кладь, чтобы не тащить какое-то тяжелое вязание с конусами. Ну и будет начат с нуля, потому что... Ой, сори, я вас уронила. Извините, девочки, мальчики. Будет начат с нуля, потому что, ну, тянуть уже проект, который вяжется, там отвязанное у меня было в других проектах тело и так далее, ну какой смысл? Поэтому я взяла вот эти 3 клубочка 3 цветов, намотала и начала это вязание в дороге. Вязала я по картинке. Сочетание цветов хотелось бы оригинальное, вот это голубое с белым, с черным. Но таких цветов Soft Donegal Tweed у меня не было. И я решила сделать такое необычное сочетание: розовый с темно-зеленым и оливковый. И посмотреть, как дело пойдет. Если что, я всегда смогу в оригинальном сочетании еще связать. Вот. Очень классный рисунок. Рисунок, который создает эффект. Ну, здесь не сильно видно, потому что полотно еще не стиранное. Тут вверху я, по-моему, кокеточку стирала. Вот. Мне нравится в этих полосках эффект такой немножко жаккарда. Интересная работа. Она мне все больше и больше нравится. Я когда начала ее, сомневалась в сочетании цветов именно. Думаю, что-то я намудрила, переборщила, что-то слишком радикальное у меня тут. А потом в процессе вязания, вот сколько я вяжу, столько мне все больше и больше это сочетание цветов нравится. Потому что оливковый и розовый, нежно-розовый такой пыльный, это, ну, классика. Это комбинаторные цвета хорошо подходят друг к другу. Насколько я успела заметить благодаря своей насмотренности, то, что я там листала в Pinterest и так далее. Вот такие у меня продвижения на сегодня. Этот влог, конечно, снимается очень и очень долго. По пару минут под съем у меня каждый день.
потому что свободного времени не так много, как хотелось бы. И, ну, честно говоря, как-то, когда, а, допустим, там съемки видео — это твоя работа, это одно. То есть ты относишься к этому как к работе. А когда съемки видео — это часть твоего хобби, м, то, естественно, ты делаешь это по настроению, по вдохновению, не по каким-то требованиям свыше. Вот. Но так как уже стали поступать вопросы мне в Телеграм, э, Светлана, ждем новое видео, хоть что-нибудь снимите. Мы готовы смотреть все, что вы покажете. Мне стало как-то, честно говоря, ну, не то чтобы ответственно перед своим зрителем, перед теми, кто смотрит. И подумала, ну, действительно, можно же снять хоть что-нибудь и показать хоть что-нибудь. Вообще, если вот для меня как-то, если просто болтовня, нет какого-то смысла, ну, то какой смысл этим делиться и выкладывать? Я люблю давать, показывать что-то ценное, полезное или интересное, или вдохновляющее. Просто так болтать на камеру, ну, не знаю, не в моих правилах. А сейчас весна, птички поют, я возобновила пробежки, у меня такой классный сейчас спорт. Пока временно я не плаваю. Вот, завершила, так сказать, плавательную карьеру тем, что переплыла Босфор в августе 25 года. И немножко с плаванием, ну, не то, что подзавязала, но плаваю для удовольствия уже без тренера, сама по себе. Хожу в бассейн, плаваю. Но регулярными эти тренировки назвать нельзя, а хочется какой-то выброса дофамина. И вот сейчас пробежки мои весенние, а меня просто заливает дофамином, когда я бегу по лесу весеннему, птицы поют. Ой, а если бегу еще с собакой, зайца подняли вот недавно. В общем, такие вот у меня дела. Плюс на работе, конечно, высокий сезон, много работы, и это круто. Поэтому иногда видео откладывается, так как все-таки это хобби, а это откладывается на какие-то коротенькие кусочки. Я уже сесть вот и записать длинное видео. Даже не столько записать. Записать, в принципе, можно, но вот этот момент, это все смонтировать, выложить, на самом деле, это часы работы. И это, ну, полная включенность должна быть, полное внимание. Поэтому вот я, в принципе, и практически завершаю закрытие. Уже осталось совсем немного. Мы с вами закроем. Можно будет сделать даже примерку. Но не стиранный софт Donegal твид — это та еще история. Дело в том, что пряжа эта, если кто-то не сталкивался, я вам расскажу, крайне специфичная, как в вязании, так и в поведении после ВТО. Вот здесь вот у меня такой стойкий след, который иногда к вечеру после долгого вязания, например, или после там выходных, когда я много выходные вяжу, он прям воспаляется. Это жесткая пряжа, это дерюга, это проволока, которую иногда тяжело провязывать и которая разрезает палец. Вот такой Саудонигал твид до стирки. И показывать его вот вам сейчас в таком виде, но это считай, что расписаться в собственной несостоятельности. Потому что вид этой пряжи до стирки — это какой-то, конечно. Но
после первой, а лучше после второй стирки, конечно же, это просто совсем другое дело. Я обожаю вязать из Soft Donegal. У меня несколько изделий связано. Есть те, которые я вязала в паре с другой ниткой, или с ниткой мохера, или с яком у меня есть Soft Donegal. А есть, которые соло вязала зимой в Стамбуле жаккардом. Фиолетовенькую такую с розовым, кстати, с такой же ниткой, как здесь. И сейчас из двойного Soft Donegal я... Так, что-то я тут уже... Так, вот. Получается, что двойной вязать, конечно, сложнее, потому что он самый жесткий. Он больше всего режет палец, плюс она скручивается. Вот, постоянно вот эти... Из-за того, что крутка, ну, из-за того, что это одна нитка, она склонна косить. Вот. И ее надо, конечно, вязать, если и только из Soft Donegal вязать, ее надо вязать узором каким-то, потому что в лицевой глади она косит. Она, конечно, после стирки все выравнивается, стабилизируется, но нервы может потрепать вязальщицы знатно. Я часто встречаю в каких-то там группах, как девчонки плачут, когда вяжут Soft Donegal. Скажем так, не для всех пряжа, но она восхитительная. Аналогов Soft Donegal до сих пор я не видела, не нашла. Это такой твид, это такое разнообразие цветов, это такие крапушки восхитительные, которые просто манят, просто заставляют восхищаться, приковывают внимание. Обожаю эту пряжу. Там я вот рассказываю, а у меня закрывается резиночка 2×2. Что еще, девчули, вам рассказать? Готова рассказывать много, но, конечно, больше по запросу. Вот, если что-то вот хотите узнать, услышать, задавайте вопросы. Естественно, вопросы о вязании или около вязальной темы, потому что там просто какие-то мои рассуждения. Я не считаю, что это интересно для большой аудитории. Все-таки здесь собрались те, кто любит вязание. И подписаны те, кто любит вязание. Я вот, например, когда смотрю вязальный YouTube, я всегда проматываю какие-то невязальные кусочки. Объясню почему. Я, допустим, не готовлю и не люблю готовить. Для меня вот раздражающие вставки там, где какие-то рецепты блюд. Ну зачем, если мне нужны рецепты блюд, я подпишусь на какой-то кулинарный блог и буду его смотреть. Если я подписана на вязальный блог, я не хочу рецепты. Мне в данный момент интересно вязание. Допустим, книжные кусочки. Я уважаю блогера, уважаю того, что он вяжет. Но мне не интересно в данный момент смотреть там обзоры книг. Я подписана, потому что мне интересно вязание. На книжные блоги я подпишусь отдельно, когда увлекусь там поиском каких-то книг или захочу что-то узнать об определенной книге. Вот. И у меня всегда складывается впечатление, что эти кусочки вставляют в свои видео только от того, что больше нечего, нечего сказать про вязание, поэтому расскажу про книги. Я очень боюсь, что у меня вот это начнется, как сказать, болезнь, проблема. Вот. Поэтому лучше, как на мой взгляд, лучше реже блог выпускать, чем рассказывать все подряд,
что вижу, то пою, даже если это вязание не касается. Вот. Я исключительно вязальный YouTube смотрю, больше ничего мне на YouTube не интересно, потому что когда я вяжу, что-то говорить может рядышком с моим вязанием. И, конечно же, круто, когда это соответствует вот теме того, чем я занимаюсь. Так, а вот здесь я ошиблась. Здесь я ошиблась. Здесь мне сначала надо провязать изнаночную. У меня еще есть задумка, знаете, что снять? А, Обзор вещей, которые так или иначе не, ну, классные, изначально крутая задумка, но с которыми что-то случилось, и их надо перевязать. У меня вот оранжевый этот с черным джемпер, который я вязала по картинке, который стал очень-очень широким. И я так хочу его повторить, но в каком-то более приличном размере, скажем так, чтобы он не растягивался, естественно, там что-то сделать. Мне не повезло с выбором рисунка. И я не помню, что там было с образцом у меня, как я его вязала, или все там стихийно началось. Но напомню, после стирки он жутко и жутко поплыл. Еще это полупатентная резинка, которая склонна расходиться в ширину. Как он мне нравится в плане мягкости, в плане расцветки, в идее. Я обожаю его, и я бы его носила каждый день. Но он настолько специфично широкий стал, что далеко не под все образы, не на каждый случай. То есть он такой супер гранжевый получился, и там с какими-то джинсами, с черепами исключительно, не на любой случай. И вот я его очень-очень хочу перевязать. Безумно хочу. Но, как вспомню, там довольно-таки замороченная же двухсторонняя вязка. У меня леопардовый принт этот. Вот. Хотя ее немного. Ее там вязать недолго. Она вяжется на одном дыхании, потому что невозможно остановиться. Но петель много было, да. Я как вспомню, что какое-то безумное количество петель. Но если я буду перевязывать ну, не такой широкий, то, соответственно, и петель будет меньше, правильно? Слушайте, мы с вами за нашей вот этой вот неспешной беседой, посмотрите, подошли к самому завершению. И сейчас вы увидите уникальные кадры, потому что еще нигде я не показывала завершение закрытия этой резинки. А ведь тут есть нюансы. Ее закрыть — это одно, а соединить вот эти вот остаточные последние петли, смотрите, что я делаю. Я поднимаю вот эту петлю, которая уже была закрыта, и ее тоже продеваю через последнюю. Вот так. И после этого только отрываю нить и прячу кончик. Все, мы с вами закончили. Мы крутые. Сейчас спрячу кончик и покажу. Или спрячу потом, где у меня крючок тут. Сейчас спрячу. Так. Так. Ой, снова я вас уронила. Ладно, все, пойду мерить. Так, что мы с вами делаем? А мы с вами делаем обработку горловины. Вот сейчас я крючком прокладываю тамбурный шов и думаю, как поступить дальше, какую сделать обработку. Внизу у меня такая вот двухцветная резинка. На рукавах у меня вот такой узор. И сейчас я решаю, так сказать, принимаю решение,
какую сделать обработку горловины дальше. Делать ли кетлевку? Если делать, то какую? Каким цветом? Двухцветную или однотонную? В общем, конечно, вязание – это такое творчество, которое прям творчество, где иногда важно не перетворить и не вытворить того, что потом будет смотреться смешно и нелепо. Ладно, посмотрим, к чему это все приведет. В любом случае, всегда можно распустить. За это мне вязание и нравится. Так, и что мы в итоге решили с вами? Ой! Так, и что мы в итоге решили с вами? Мы по тамбурному шву сейчас поднимаем петли с двух сторон. Как мы их поднимаем? Двумя цветами. Наружную, вот эту лицевую, я решила сделать голубой, ну, так как у меня и на резинках внизу. Внутренняя у меня красная. Я подцепляю и набираю изнаночную. Здесь я набираю лицевую. Подцепляю. Так как многослойная нить, надо следить, чтобы не расслаивалось это все. Поэтому не сильно быстрый процесс, но медитативный. Знаете, набираешь потихоньку и думаешь о хорошем, о чем-то. Так, чтобы видно было. Еще красную петельку. Подцепляем. Так. И здесь поверх ней подцепляем голубенькую. Вот такие вот у меня наборы. Сейчас закончу ряд и посмотрим, что дальше мы продолжим. Чем этот набор хорош? Тем, что мы скрываем вот этот край закрытия. То есть даже если я сейчас буду просто продолжать вязать резинку двухцветную, да, у меня будет ощущение тамбура, у меня не будет нигде края. Вот. То есть мы не вяжем кетлевочный карман, а мы из набора прямо сейчас можем продолжать вязать резинку. И получается вот этот вот край, он у нас будет внутри нашей резинки. Ну, в общем, сейчас поймете. Я в такой жилетке вязаной. Купила к ней розовую блузку, и наконец-то этот матч случился у нас, когда к жилетке я что-то подобрала подходящее и по цвету, и по текстуре, и по объему, и по фасону. В общем, такой у меня сегодня наряд, предпасхальный, скажем так. Вот. Ну что, мы с вами делаем обработку красным цветом. И я, конечно, капец как тороплюсь. И меня уже спрашивают девчонки в Телеграм и уже в комментариях в YouTube, где новые ролики, почему нету новых роликов. А я, понимаете, если у меня нет готовой работы, если у меня просто там какие-то процессы, я не знаю, что выкладывать. Типа записать ролик надо, чтобы он был длиной там минут 40. На 40 минут просто показываешь, как там процесс идет. Ну, это скучно, мне кажется. Я бы такое, наверное, не хотела смотреть. Хотя, не знаю, если блогер интересный, я бы, наверное, смотрела. Не знаю. Но
Хочется все-таки в ролике, чтобы была какая-то закономерная концовка. Вот мы работали, работали, и вот у нас готовая работа. Так, что мне тут я подзабыла. Нитки расслаиваются, когда из большого количества сложений вот это вот захват там где-то за гранью видимости, это тут еще квест, видите, вылазит мне все, все, что надо, что не надо. То лишнее что-то захвачу, то не захвачу вообще ничего. Вот. Поэтому у меня сейчас в движении вот этот джемпер. Тут я вот горловину обработала, все закрыла, все красиво получилось. Интересный метод без кетлевки, классненький. Дальше тут же вот у меня вяжется рукав. Тоже я закрыла, полотно внизу, резинку сделала, рукава вяжу. Понимаете, у меня прям все тут сразу, все. А в сумке еще в машине лежит аргайлы. Лежат, которые тоже рукав один связан, второй рукав, ну, только-только начат. И хочется какую-то... Из-за того, что проектов много, естественно, готовая работа не так быстро. Ее как будто бы и нет. Но здесь, вот в этом голубом, у меня все. То есть вот я сейчас делаю обработку, провожу ВТО. Возможно, я просто сделаю отпаривание, посмотрю, как что будет, пока без стирки. Потому что частично он постиран. Я что-то там стирала, что-то также отпаривала. И уже, наверное, сделаю примерку, покажу, запишу сегодня, либо завтра, и выложу ролик. Опять же, что, ну, это, понимаете, это такой процесс не быстрый. То есть надо запастись терпением, запастись временем, потому что это все там загружается, это все там обрабатывается, смонтировать это все, проверить качество звука. Ну, то есть, получается, для вязальщицы, если ты больше вязальщица, чем блогер, то это какая-то неприятная работа. Это какой-то дополнительный труд, которым не хочется заниматься, а хочется вязать. Вот если бы кто-то выложил, да, кто-то смонтировал, я была бы счастлива. А так, тут вот такие микродырочки у меня. Надеюсь, что это все ВТО исправит. Куда они вообще взялись? Да. Также я хочу показать, у меня 2 обувные покупки как раз под мои пряжные запасы и под вязание мое. Ой, и хочется, сегодня погода, сегодня апрель пришел и выпал снег. И идет снег у нас. Хочется показать, как бы в этот сезон ровненько и классненько носить то, что у меня было связано и не ношено осенью. Это мои 3 вязаных пальто. 2 вязаных пальто плюс куртка. И все это, конечно, было бы классно подснять и показать. Если я соберусь куда-то выезжать, также сделаю подсъем. А я, наверное, соберусь. Красиво получается вот эта косичка. Прям мне нравится. Вот. Единственное, тут сейчас ее не сильно удобно будет захватывать. Горловина закончилась, а мне надо захват делать изнутри. Вот такие вот дела. Вяжу, стараюсь, тороплюсь, чтобы все вам показать. Так, ну что, обработка у нас готова. Шов. И сейчас у меня стоит вопрос. Нужно ли, если нужно, то где и как, использовать в декорации вот такие вот сердечки. Они на клейкой основе. И здесь у нас бисером отделочка такая. У меня их довольно много. Купила я их на Гранд-базаре в Турции, в Стамбуле. Вот. И
И можно как-то ими украсить. Я их купила специально для вязаных вещей. Что-то мне подумалось, что стоили они копейки, 2 упаковочки, может там, я не знаю, по рублю упаковка или по 3 рубля, что-то такое. Уместно ли в принципе? Вот я думала, может быть, погоны сделать такими сердцами. Может быть, погоны сделать? Не знаю. Что-то вот так. Нет? Типа одну упаковку на одну, а на один погон использовать, а другую на другой. Не знаю. Их надо утюгом, я так понимаю, с обратной стороны присобачивать. Ну, тоже это надо попробовать и посмотреть. Уверенности нет. Будет это красиво, не будет это красиво, я не знаю. Ну, в общем-то, вроде и ничего. И на второе плечо, второй. Как вы думаете? Вот такая вот идея у меня. Ну что, будем отпаривать? Вот что у нас получилось. Посмотрим, к чему все это приведет. Ну вот, я его отпарила. Сейчас переоденусь, схожу на пробежку. Потом приму душ и буду наряжаться. Ждем вас. Так, ну что, я готова? Прощай, красавчик. Жди меня через полчаса. Так, я вернулась с пробежки, приняла душ и могу сейчас примерить нашу работу с вами. Так. Что я хочу сказать? Посадка, как всегда, замечательная. Я, конечно, уже, наверное, набила руку без каких-либо уже расчетов, чисто по интуиции, делать хорошую посадку на свою фигуру. Но это и минус, потому что я не могу связать огромный оверсайз. Мне хочется оверсайз. Типа, знаете, как что? Вот этот. Но этот уже too much, конечно. Это уже слишком оверсайз. Это я хочу... Ой, в идеале я хочу сделать еще один такой же, но в 2 раза меньше. Вот такой. Вот такой. Потому что он получился слишком большой. Напомню, он двухсторонний. Смотрите. Здесь не просто жаккард у меня двухсторонний жаккард. То есть у меня здесь жаккард и здесь жаккард, видите? Ну ладно, о нем поговорим мы позже. Это моя боль. А вот готовая работа. Не стала я никаких сердечки вешать. Какие сердечки? Где я и где сердечки? Понимаете? Это мы из каких-то разных реальностей и разных миров. Поэтому сердечки, может быть, на что-нибудь другое повешу. Как-нибудь они будут в тему. Здесь достаточно украшений. Эти красные нюансы, красные строчки, красные резинки. Все вот это. Вот это красное внутри окаймление рукавов. Это вообще какая-то отдельная песня. Обожаю такие вещи.
Вот я после пробежки отекшая, не обращайте внимания, я не алкаш и не бомж. Я пробежала 700 километров. 700 километров уже у меня пройдено. Бег — это отдельное счастье. Я переплыла Босфор. У меня несколько лет было помешательство на плавании до такой степени, что я себе поставила цель переплыть Босфор. Я это сделала в 25 году. Еще отдельное у меня дофаминовое, значит, счастье — это бег. Но несколько лет я не могла бегать, потому что у меня болело бедро. Я реабилитировала постановку сустава, возвращала на место. И каждый раз воспалялось бедро при нагрузке. Но сейчас при помощи аппарата квантовой терапии «Витязь» я его как-то чудесным образом исцелила и вернулась, возобновила пробежки свои, заливает меня дофамином. Может, поэтому такая довольно счастливая. Вот. А сейчас мы едем заниматься другими делами. Беру с собой вязание, оливковый, полосатый, и продолжу вязать. Всем пока. Так, я вяжу второй рукав. Ура, ура. Первый у меня готов, поэтому очень близко завершение работы. Скоро увидим готовое изделие. Ну, конечно, доникал обязательно надо будет отстирать от пропитки, чтобы он распушился и стал таким вот. Здесь у меня один раз постиранный участочек для определения плотности. Как вам будущая работа? Что скажете? Так, я на финишной прямой. Я довязала резинку спереди, сейчас закрою. Осталась у меня резинка сзади. И здесь уже все связано, все готово. И останется отделка контрастным цветом ромбов. Все, можно будет примерять. Что скажете? Ну что, мы довязаны, постираны. И что вы думаете? Вот сейчас у меня стоит вопрос. Значит, делать контрастные штрихи. Ой, я была уверена, что эти штрихи будут голубыми, пока не увидела комментарий, что их надо сделать зелеными. Теперь я уже хочу их сделать зелеными. Я не знаю, может быть, и такую полосочку одну, и такую запустить и глянуть. Как будто бы зеленый сюда больше по цветовому сочетанию. Может быть, даже что-то волосатое, дурацкое. Но голубой — это то, что я здесь видела изначально. Вот этот вот льдистый оттенок такой голубой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что за жизнь? Постоянный выбор из хороших вариантов. Выбор из хороших вариантов. Ужас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, что творит этот зеленый. Все, похоже, зеленый. Он просто, ну вот, он просто ворвался в мою жизнь, этот комментарий, и я его представила. Я его представила петелечкой такой тройной, вот такой толщины, и все. И как будто бы этот уже все забыли. Уже мне нужно. Да. Ладно, сейчас буду пробовать. Так, и что я вам сегодня покажу? Несколько вещей покажу. Первое, что то, в чем я пришла сегодня на работу, не вот в этом замечательном джемпере, в нем и вышла к вам,
А пришла я сегодня вот в этой недоделочке, в этой вещичке аргайлами. Вы видели, как я ее вязала из остатков пряжи, не из остатков, из распуска. Вполне себе классно получилось. Отделочку я не голубым решила сделать, а зеленым. Концы я еще не заправила. Вот с обратной стороны отделочки так выглядит. Штришки такие, как и хотела. И отделку по рукавам я еще не закончила. Вот зеленой своей пряжей. Взяла крючок, взяла пряжу. Надо доделать. Давайте, может, покажу, как это выглядит. Или, может, я вот сюда поставлю видео. У меня же есть видео вертикальное, там, где в образе, так сказать, в образе. Вот, это готовая работа, еще одна. И у меня сейчас завершается работа над моим грузинским джемпером. Вот, посмотрите, остался буквально вот маленький кусочек рукава. Вот, считай, резинка. Последний блок. Кстати, я хочу его примерить. На эту работу вдохновила меня картиночка, которую я увидела где-то в ТикТоке известного бренда какого-то, голубой, нежно-голубой и черно-белые полоски. И вот это вот интересная, как сказать, солянка из полосок двух видов, ну как переплетение, плюс тут ромбики, квадраты, лицевая, изнаночная. Меня это все что-то так вдохновило, я на него смотрю и думаю, хочу такое повторить. И тут, значит, надо собираться в Грузию ехать, мне с собой как-то что-то в самолет брать, деревянные спицы и какие-то клубочки, чтобы это не были бобинами, чтобы это вручную кладь влезло вот такие. И я такая жух-жух-жух на ходу, вот перед выходом из дома я собираю, так, мне уже кажется, что у меня будет рукав коротковат. Я собираю эту цветовую гамму. И думаю, оливковый, темно-зеленый и нежно-розовый, это прикольно, это что-то интересное. Или нормальный рукав. Ну, что-то вот, мне кажется, нужно еще подкоротиться, да, до Голдвит. Хотя здесь же он разойдется, он станет как будто длиннее. Не знаю, что-то вот длина рукава смущает. Вот такие дела. Хотели влог, получайте влог. Все показала, все рассказала, ничего не утаила. Вот, все. Ладно, сейчас еще надену аргайлы, уже позориться так до конца. И потом все смонтирую и выложу. Что получится, то получится. Вот я и в аргайлах. Вот они такие у меня. Желтые кроссовки. Кроссовки. По картинке из Pinterest. Увидела картинку, и я захотела это себе. Чтобы у меня были аргайлы. Мне захотелось, чтобы у меня были аргайлы. Вот они есть. Буду еще вязать. Мне понравилось вязать аргайлы. Хочу еще помельче. Не огромные ромбы, а помельче. Как вот тут вот у меня плечо мое, потом от плеча спина, потом сюда вниз. Никакого оката, потому что здесь оверсайз, здесь я даже сделала спущенное плечо, делала увеличение, ну как сказать, ну типа компенсацию оката за счет плеча. Вот. Классная длина рукава, все.
Все как мне нравится. Удобный, комфортный, легкий, ни к чему не обязывающий, расслабленный силуэт. Хорошее сочетание цветов. Все монтирую, пока выкладываю вам ролик. Да. Ну вот и подошел к концу почти час нашего с вами общения замечательного. И я в своей недоготовой работе, мне кажется, мне очень идет этот цвет. М, Приглашаю тех, кому нравятся мои работы, вязать со мной вместе в Телеграме по моим мастер-классам замечательным. Кому не нравятся мои работы, можете мне об этом не сообщать. Я как-то постараюсь пережить этот момент, и вы также справляетесь с этим самостоятельно. А всем остальным огромное спасибо, что досмотрели до конца мой поток сознания. Остаемся с вами вместе. Надеюсь, до новых встреч. Люблю, целую. И, конечно же, в ТикТоке подписывайтесь. Там мы как-то вот все же чаще видимся.